Заманас выходано. Я, говорит, знаю войну. Это было. Как знаю? Мина звонит, ми. Они то удохлился. Я, говорит, у мамы дома была. Деди, парите дикат харес заманас. А хоть хватит тебе крыс. Голод, говорит. Голод. Во время войны. Не было, говорит, одеваться. Было очень тяжело. А хоть Голод, говорит. Мы переехали в Чечню в 2003 году. И случилось так, что в 2005 году нам пришлось покинуть Чечню, и мы оказались в лагере беженцев «Надежда». Мы жили в жутких условиях. На нас никто внимания не обращал, куда бы мы ни обращались. В какие бы государственные структуры мы ни писали, никто нам не отвечал. И в тот момент отозвалась доктор Айшат. Мы там жили в нечеловеческих условиях. Наши дети нигде не обучались. У наших детей не было возможности нигде не лечиться. Поэтому она забрала 15 человек у нас, 15 девочек. Они там и обучались, они там и одевались, она их там кормила, они там жили бесплатно. Ну, женщина чуть-чуть тяжеловато, конечно. Да? Чуть-чуть называйте. Чуть-чуть. Ну, Ну, для мужчины это чуть-чуть, наверное. Это для С мужчин. речки там 3-4 километра воду таскать. С речки Покажите тащили. сколько, где? На спинах, на себя. Вон речка же, видишь? Там? А вы вот сюда идете пешком, да? Посмотри, сам он не тащит оттуда. Правильно? Помогай Вот посмотри, иногда. когда ты помогаешь. Вот тут тебе машины, даже вот тут ты помогаешь. Вместо того, чтобы здесь вот хоть воду собрать, здесь бак построить, собой машины есть, все есть. А она тащит, посмотри, зубов нет. Она уже 35 лет, какая красавица женщина. На каком-то круглом столе, там было много людей, она сидела. Тогда я впервые увидела, как она плачет. Тоже что-то обсуждались, какие-то проблемы прав женщин, вообще положение женщин на Кавказе, в Дагестане. И она стала говорить о селах, по которым они ездят. И она видит, как женщины, надрываясь, тащат воду, огромные кувшины. Это чтобы обеспечить дом водой, это сколько надо раз сходить. Это действительно огромная тяжесть. А зимой так вообще, я не представляю просто, как это донести. Для меня, для городского человека, это невероятно. И когда она об этом заговорила, она вдруг, вот у нее голос прерывался, и не показные, не по заказу, не по инерции, а настоящие такие вот слезы у нее выступили на глазах, и я замерла, потому что поняла, что для нее это действительно больная тема. В то время, когда появилась клиника Айшат, жизнь горянок, конечно, была намного тяжелее. Тогда не было ни элементарных коммуникаций в горах. С родника носили воду женщины по 2 километра, по 3 километра. Сено заготавливали. Условия жизни были намного тяжелее. Особенно в высокогорных, труднодоступных районах, где не было даже больниц, были просто там какие-то амбулатории и элементарно даже специализированную квалифицированную медицинскую помощь, чтобы там, женщине оказать там, беременной или какой-то женщине, надо было там по санавиации, самолетом лететь, чтобы там спасти какой-то ситуации женщину. Когда женщины приезжали с гор, с сел, даже Айшат, когда принимала пациентов, она старалась укладывать именно сельских женщин. Городские очень обижались у нас. Условия были очень хорошие в больнице. Питание, здоровье, отдых женщина могла получить, полечиться и приехать домой уже так
конечно, более такая отдохнувшая, потому что многие женщины не знали, что такое санатории, курорты, были такие сельский контингент женщин. Для них наша больница, наверное, может быть, и была такой, как санаторно-курортное лечение. Где-то специализированную медицинскую помощь получали, где-то просто даже элементарно эмоционально восстанавливались. Сейчас, то есть здесь люди в данное время, месяц август, целый месяц готовят на зиму сено для скота. Если дождливая погода, это в основном, если погода такая, вот как сегодня, солнечная, немножко быстро заканчиваем работу. А если дождливая погода, это длится еще на полмесяца. А вот я помню, когда я была маленькая, когда мне было 12 лет, я не ощущала себя ребенком, я считала себя полноценным взрослым человеком, который обязан выполнять всю эту работу. Тогда не было дорог. Мы сегодня ездили почти больше половины дороги на машине. А вот этот склон, сюда, конечно, как машина будет подниматься, мы поднялись пешком. А вот представьте, не было дорог, мы утром рано, 4 часа. 12-летняя девочка встает 4 часа утром, делает намаз, бегом одевается, берет себе еду на целый день и идет на работу, помогает отцу, когда мама больная. И 2 месяца работы. Начинали чуть раньше, потому что надо было успеть до снега. Иногда бывало, и снег выпадал. Под снег попадало вот это все, то, что мы собрали. В школу тоже вовремя не получалось идти. До 15 сентября обязательно надо было работать. До 15 сентября, если не до октября. Мужчины косят, женщины собирают. То, что собрали женщины, таскали. И если ишак есть на ишаке, но в основном люди старались как бы ишак тоже не держать, потому что еще дополнительно для ишака надо подготовить. Да? Если здоровье позволяло, женщина таскала на своей спине. До 70 лет моя бабушка таскала. И то, что она таскала на спине, это не могла поднимать. Это получается больше 50 килограммов. Вот такой груз. Мы ей помогали, как могли, но у нас тоже такая же работа, у нас больше работы. То, что у нас менталитет не позволяет мужчине таскать на спине, вот это, конечно, не так, как-то дико это смотрелось. И когда мужчина помогал так вот таскать. А так мужчине помогает собирать, если он успевает. Но косить тоже это очень тяжело. Косить очень такая большая территория. Косить тяжелее, нежели собрать его и возить домой.
Мы идем вот сюда, дрова готовить зиму. Вон туда наверх поднимемся и оттуда готовим дрова. Вниз спустим и потом машину грузим сюда. А вот который машине грузит? Какой? Вот есть селение там наверху, Щивлево селение. И на Ишаку тащит они. Нет. На спине тоже На тащит. спине На спине тащит. тащит, на Ишаку тащит они. Они? Кто? Женщины. Почему? Мужчин не тащит. Это как у нас есть по... Вот как Да. переломить это? Невозможно это переломить. Потому что вам У нас наследство пошло это уже. наследство это вот так, это тяжело же женщин. Они рожают, они это самое, тяжело же. У нас женщин крепкие. Я боюсь, что у меня нет цензурных слов для того, чтобы об этом говорить. Я думаю, что в первую очередь это общество с огромными проблемами. Огромными проблемами общество, цепляющееся за анахронизмы, за расклад культурный, внутренний и разграничение женских и мужских обязанностей, которые были уместны, ну, наверное, где-то в середине XIX века. Но с того времени все изменилось. Ну, тогда понятно. Тогда мужчины воевали постоянно. То они бежали в набег, что-нибудь захватывали, притаскивали в дом, то они отбивались от врагов. То есть мужчины умирали молодыми. И тот расклад, при котором мужчине полагалось в еду первым накладывать, когда женщины вставали при его приближении, это был расклад уместный по отношению к смертнику, который вот завтра может погибнуть. Ну, все изменилось. Войны как-то немножечко утихомирились. Мужчины, если умирают, то от совершенно других причин, совершенно не таким образом, не в набегах. И я видела, ну, мне приходится по работе ездить по разным селам, я видела ситуации, когда они целыми днями сидели на гадыкане. Они сидели на гадыкане, перетирали, что-то обсуждали очень важные проблемы, а в это время женщины там таскали воду, несли хворост. То есть расклад внутренний остался прежде, и это нечестно. Вот идет уже бегом. Но когда пустые, они бегают. А когда полные, они еле-еле ходят вот так. На картошку, кукурузу, все на нее делают. Раньше на себе таскали все, сено туда. А сейчас уже цивилизация живет на шаге. У нас эта цивилизация считается. Аслах, дети и женщины. Мужиков не бывает, у нас мужики на заработке бывают все. Женщины, это все черная работа у нас на женщине делает. Сейчас дети тоже помогают. Раньше все женщины делали. И дети, вот грудных дети бывает, с собой берем, вот у кого где огород, там и дети, и это, ход грудные. Но тяжело у нас было все. Сейчас легче все. А сейчас на себе тоже, смотри, таскают, да? На себе тоже таскаем, да. На себе таскаем, женщины. Где-то вот такой 6, это оставляем. У нас норма бывает большая, вот так наполнит. Это 6 штук вот такой. И самая хорошая женщина это поднимает. А там таких 5 штук. Айшат Шуайбовна сама была родом из селения Годобери, Ботлихского района, и с детства, видя тяжелый труд женщин, наверное, на примере своей матери, своих близких теть, там, она видела, как тяжело жить женщинам. Она смогла закончить школу, поступить в медицинский институт, получить высшее образование. Это тоже большое для женщины дагестанское достижение. То есть она была врачом-гинекологом и очень много помощи оказывала, и работая с женщинами в больнице. И также она, наверное, видела, что здоровье
наших женщин, как она рассказывала, приходят, говорит, женщины, посмотришь, ей можно дать лет 70, беззубая, морщинистая. Начинаешь смотреть паспорт, она юная, то есть ей только 40 лет. Я шеф-редактор портала «Адаптар». Это значит, портал, рассказывающий о женском пространстве Северного Кавказа. Начала я ездить, разумеется, не по женской теме. И мне было очень интересно писать о ремеслах, о народных промыслах каких-то, даже о банальном, там, как колбасу делают горскую. Потому что это все для меня экзотика, это все очень такое яркое, густое. Это другая культура, куда я очень люблю погружаться. Я тут же влюбляюсь. Это потом я уже могу рефлексировать и думать, что вот тут вот так нечестно, женщину ущемляют. А на тот момент, когда я нахожусь там, я просто в это погружена и такая: вау, вау, блин, и шаг пошел. Ой, они там моют в роднике эти кишки только что убитой коровы. Добрый день. Добрый день. Я Светлана. Очень рада. Очень приятно. Спасибо. Слушайте, до вас вообще добраться тяжело, если когда вы выезжаете... Это же орлиное гнездо. Куда до нас добираться? Запишите. Это больше всего запишите, что у нас воды нет, что вот так у нас воды нет. А почему нет? Не дал Бог. А кто должен этим заниматься? Председатель села. Председатель сельсовета, проведите сюда воду, ей-богу. А где он? Ему скажите. Ну, скажем на камеру. Председатель сельсовета селения Кара. Нет, надо выбить. Да? Мы выбиваем из председателя сельсовета воду. Дайте людям, коровам, женщинам воду. А он должен выбить в Кумухе. В Кумухе. Пусть идет выбивает, это его работа. Деньги, чтобы дали. А если Кумух не дает, то Махачкала должен дать. Если Махачкала не дает, собираем город, делаем, собираем, дороги делаем, собираем, все. Ну что, сколько наши ребята уж там зарабатывают? У нас нет олигархов. У нас нет, у нас трудовые люди. А просто расскажите, вот как женщина живет в селе? Ну вот ее женская доля сейчас очень легкая. Уже легкая, да? Да. Как давно? Года 2? Нет, наверное, года 10, да? Но до этого вам уже лучше не слушать. Ну я имею представление. Имеете, муж не помогал жене насчет коров, насчет воды. Сейчас мужья носят и воду, и коровы не подходят женщины, не подметают. Женщины, можно сказать, мужики сами там, где коровы, я имею в виду, дома-то они делают. А вот какой круг обязанностей? Вы можете рассказать, как проходит день, вот сегодняшний день обычной женщины в селе? Обычно. С чего начинается? Вот когда я приехала, я по себе расскажу. Я вставала почти 4 часа. 4 часа, когда я работала, надо было это вставать, даже можно было и 3 сказать. Но готовила кушать детям. Я одна вырастила детей, у меня муж очень рано умер, у меня 4 детей. Я постирала быстро им, это за водой ночью же детей отправляла, ночью же, чтобы мне воду приносили они. Это сколько и надо кушать принести я примерно готовила на день воды? Ну, они у меня 4 сыновей, я не знаю, я отправляла так. Не считала. Ну, у вас все-таки сыновья. Но у вас, наверное, была традиционный дагестанский дом с плоской кровлей, которую нужно утрамбовывать тоже таким вот катком. Это в саду я делала все. А крышу? Это надо было землю, такая земля была. Глину, да? Глинистая земля. Мы таскали землю, вон есть место, где таскают все.
Потом эту землю мы бросали около дома, потом с ведрами их туда поднимали, и мы лепили, как вы говорили, с соломой. Ее туда лепили, топтали, лепили. А иначе протекает. А иначе протекает. Просто Да. вот эти вот старые горские дома, они нуждаются в постоянном подновлении, потому что как только запустил, что-то не сделал, он начинает разрушаться. Разрушаться, да. Вот так ломались очень часто. Бегаем же, я пацанам говорю, да не бегайте, я уже устала, эти бревна под это. А мне один говорит, сынок второй, он говорит, ты что нам ноги дала? Надо было крылья дать. Сколько лет ей? Что мы доку тебе? 45. 45 лет. Сколько детей? Восьмеро. Что произошло? Это кончить пальца свищу. Вот эта нога, говорит, у меня опухшая нога. Посмотри, Отек. Сколько она ехала от селения, вот этого селения, вашего села, до Махачкалинского? Дети заманат мейкат, это айбагр, махарат айбагр, или махачкала крюездор. Дети неты. С утра, говорит, до вечера. С утра до вечера. Денег сколько она потратила на дорогу? Туда-обратно? Все вместе. 8 тысяч рублей. Эти деньги для нее... Сколько времени она собирает этих денег своих трудом? Я, говорит, целое лето работала и накопила вот этих денег специально для того, чтобы поехать и лечиться. 8 тысяч. Когда, говорит, я анализы там сделала, я отдала деньги, чтобы сделать анализы. Потом они мне сказали, что в мочевом пузыре у тебя там, короче, неладно. А потом почки, потом желчный пузырь, желудок и нога. И на основании этих анализов не предложили остаться в больнице? Они, значит, отправляют обратно ее назад сюда, чтобы она легла в больницу, в центральной районной больнице Цунтинской районной республики Дагестан. Что относительно благотворительной больницы она знает, слышала? Есть ли у нее желание? Но она поехала, например, в исламскую больницу? Бесплатно кино анализы, чтобы лечение поехала. Если бы, говорит, деньги были, я бы поехала. Ну, это же бесплатно. Или бесплатно, тільки иначе, могу чуть-чуть, да? Нет, обои. И как она мне рассказывала, что, видя все-таки тяжелое положение женщин в Дагестане, их ущемленность, их какую-то своеобразную, может быть, закомплексованность, какую-то неграмотность, ту же юридическую неграмотность, незнание своих прав, она всегда старалась помогать, как и образованием женщинам, как и вообще даже элементарно, кому-то материальная помощь, кому-то помощь, где они могли даже временное, как укрытие. Вот у нас в больнице было как кризисный центр в то время. Это было... Вообще, это, насколько я знаю, в России это была единственная благотворительная больница для женщин, которую она создала. Видя положение женщин, и знаю, что это необходимо для женщин. Ты пришла в больницу, на что жалуешься? На кишечник, да и ноги болят. Сколько тебе лет? Я 61-го года рождения. 45 лет. 45. А сколько детей у тебя? Было 9, 4 умерли. От чего умерли? Кто их знает от чего? Заболели и умерли. 6-7-месячные. Ты к врачам не обращалась? Нет. Они сразу заболели и умерли. Не успела. Телефон от врача. У нас нет врача и телефона нет. Ты как добираешься сюда? На своих ногах. Если рано утром выйти, к вечеру можно дойти. Я тоже лежала в больнице. Мой ребенок умер при рождении. Воды отошли.
Помощи ждать было неоткуда, врача не было. Ну, это хорошо, что она возникла, но не будем забывать, что возникла-то она не на пустом месте. То есть она родилась и жила, как обычная дагестанская женщина, вписанная совершенно в дагестанскую культуру. И только личная трагедия заставила ее как-то оглянуться, ахнуть и посмотреть, что происходит. Когда она же была одинока, и вот та вся сила, которую обычная женщина тратит на обихаживание семьи, там, на все это, у нее расплылась и как бы была потрачена на таких же женщин, как она. Она видела, что они действительно нуждаются в совершенно конкретной помощи. Да не просто так, вот их надо защищать. Нет, совершенно конкретная адресная помощь. Она говорила всегда: создавайте самые лучшие условия, приготовьте самую лучшую еду. Этой женщине не каждый день едят это все. حالا حتی نفسیم بخلا خالصیم حبوگو ده هفسالیون نیستیم بگو هر هفسیم گیت عدتون حالا حدین گم و غوز حالی چهر هفسالی alda کده حالا حدین گم هفسیم طولت عدر کده ای حدین کرسا غوز حالی غوز بگو غوز حالی حدین کرسا غوز تیمی طولا و تک حدین Вот, видишь, вот эти все бугры. Это песок, соленый песок, который от солнца, они появляются кругленькие, соленые эти, как орешки. И это засыпают сюда или ведрами, или корзинами, таскают ручную. Это дело большая работа у женщин. И раньше так было, и сейчас так есть. А мужчины помогали им в тяжелых работах. Основное, что они вот это распространение песка, собирание, и вот здесь то, что сделают вот здесь, на месте, все женщины делают почти. И раньше они сделали, и сейчас тоже они занимаются. Это женская работа. Мы и наши предки, отцы считали это так. А основную трудную работу, тяжелую, мужчины делали. Помогали им женщинам вот это делать. А остальное потом, это у них умелость, женская умелость. Это. Раньше бабушки, старики, бабушки топили. Они делали костры, огни, они сидели ночами, днями раньше.
дома, когда они варили его, тогда домой таскали. Там они, старые женщины тоже имели работу. Вот это они вот, сидели под огнем, кастрюлем, следили, они снимали соли, они помогали. А молодые работали вот здесь. А старики дома тоже так помогали. ساختی خوزه قاره عرب چی را چیز کلاهانی هات خندروز که بغاری زبولا هات موغ گون تیزابولا هات باختول گون تیزابولا ریتشاق کلاگو خانو خیچش خبوتلق تینگی هم تاکن نیجر همیزه جویچ اخلو تو کبیچ درام همیزه باقیچ تینگی نیجر سر نیجر گروهون هم جو همیچ گو نیجر اسم کلار حالا خدونگی گو حالا دیره بیل خیلاتی گو گوی دونگی از کل حالت ولانیج توگی تو عدنگی گو نیجر سر هنی جانی نیجر هات شبو گو هد دیرگی هاتیو تیالگی گوی توجا کارو خو آن گو نیج هنی جانی ریچان گویی هرچون خورخت رو کو تینگی حالا گو عدن اصلی گو حجم مرادی باق حالا گو توتون خور بک خورا جانی رو کو سگ بعدن گو نیج باق کل تریخ جنشینی اتو دلت вообще больше нету. Я помню, одна женщина рассказывала, она очень болела, она лежала в постели. Я не буду называть ее имя, но она самообразованная женщина. Она мне рассказывала это, я не знаю почему, из-за боли, что ли. Она чувствовала такую боль, но она была глубоко больна. И она говорит, заходит муж, там дети, там много грязи. Он ногу через ребенка идет, шаг делает через ребенка, шаг делает через тазик, наполненный водой, идет и говорит, почему ты не убираешься? Она лежит в постели. Да я не могу. Как это не можешь? Вставай, убирайся, быстрее. Вот так же перешагивая, он уходит к своим друзьям. Один на один со своей болезнью. Она не может оставаться в постели. У нее сильное кровотечение. Не может она. В больнице тоже не в состоянии помочь. Ее надо вывести. Я помню, она мне рассказывала, что женщин в свою больницу она иногда укладывает даже, когда нет необходимости в госпитализации. Она объясняет мужу, брат Магомед, ты понимаешь, жене надо по-женски полечиться. По-женски полечиться – это святое. Мужчина понимает, вот тут он понимает, что это обязательно нужно. Тут он кровно заинтересован и говорит, да, хорошо, пусть полежит. А на самом деле она просто давала им возможность отдохнуть. Şakaneli uğraşıyorsun. O sen ettir şeyler. Nasıl?
Здесь женщины делают все делают, если отсутствует мужика дома. И стены она строит, и за коровами строит, и коровы пасти ходит, и сено косит косой, маленьким, большим. И на ишак завязывает, это как мужчина, домой таскает. Потом прополку делает, окучивает огороды, пшеницу косит, кучки делают. Потом самый большой у нас чем-то называется балахский, все это, весь огород собирает, одну кучу большую тоже женщина делает. Одна. Потом зимой она за скотом смотрит, сарай убирает. На крыше раньше не были эти, шифер не было, пустые крыши были. Туда мы поднимаем навоз, все, весь навоз, и делаем кизяк. Я видела, так красиво, со Кизяк. стороны, конечно. Кизяк делаем на зиму, зимой, чтобы печку топить. Мы до сих пор на кизяке топим печки, да? У нас газ нету, у нас дров нету. От нас далеко лес. Поэтому балхарским женщинам удается все это содержать семью очень трудно. Видишь, если были бы у нас мужья, наверное, наши мужья пришли бы, но нету у нас ни у кого мужиков. Поэтому мы бросили их, кинули их. Мы поэтому сами идем добивать глину. Из-за этого, наверное, получается, что женщины добывают глину. Потому что нет у нас мужей. А кто пойдет? Нам глина нужна работа. Мы целый день глиной работаем. А почему мужей бросили? Это секрет. Это интересный вопрос. Это секрет. Может, все-таки ответите? Да у меня муж пьяница был, у нее муж умер, у нее она сама скажет. Да. Приходится слышать, например, что вот женщины стали слишком самостоятельные, от мужей уходят, это что такое? Такое нельзя допустить. Знаешь, нельзя вот так уходить от мужа, если от мужа есть польза какая-нибудь, но не было, поэтому у кого болеет муж, у кого умер, но я бросила мужа. Действительно, я ушла сама от него. Я так и была, поэтому я это все научилась. Трудно было учиться? Мне очень трудно было. У меня два сына с мужским полом, мужской пол воспитать. Мне трудно было. Я все это через это прошла, поэтому я это все знаю. Было и судебные дела, от сыновей проблемы делали. Бывают проблемные дети, проблемные сыновья. За них тоже, раз отец отсутствует, отвечает мать. Это я вот это все делаю, это мы все делаем ради детей, не для себя. У меня зубов нет, мне некогда зубы стали. Я, видишь, разговаривать не получается. Нет, у вас прекрасно получается разговаривать. Сыновей вот как растили? С мыслью, что жену надо жалеть, помогать, или они у вас такие мужественные сыновья? Мужчины. У меня сыновья мужественные, да. И я сейчас, когда у них в семье проблемы, я иду к ним, разговариваю с ними и объясняю.
семью построить не халамбала, не так легко. Это не так легко. Надо зарабатывать, надо утром вставать, до вечера работать, чтобы прокормить семью. Это вы кому сыновьям объясняете или Да. невесткам? Я своим сыновьям объясняю. Обращаться с ним полегче, объяснять им, что неправильно, что правильно. Не поступать, как ваш отец со мной. По-другому совсем. Не поднимать на жену руку. Не гулять на улице. Не тратить деньги пустую. Вот это все я им объясняю. Слушают? Слушают. Слушают. Слушайте, а что вы смотрите по телевизору? По телевизору я лично сказать особо не люблю, я особо редко смотрю, это «Поле чудес». Сериалы не смотрите? Особенно не. «Золотой век» не смотрите? И вы не смотрите? И вы не смотрите? Я программу «Дагестан» смотрю, там очень интересно. Слушайте, как вся Махачкала смотрит «Золотой век», там вот этих вот султанов. Все такие, ой, какая она, ой, какая замечательная женщина. Смотрите? Ну я знаю, что без этого не может быть. Да, смотрим. Переживаете? Переживаю, смотрим. А там Мы красиво переживаем. все, да? Иногда даже слезы текут, когда они издеваются над женщинами. Серьезно, слезы? Да. Там такой трудный век был. Очень. А когда для женщин был легкий век, скажите мне, пожалуйста. Очень издевались над женщинами тогда султанская, Османская империя. Хани всегда. Все хани издевались над женщинами. Для них это просто существо было, женщина. Не человек, а просто, что существовал на них женщина. Для развлечений. И все. Это очень тяжело. Они тоже были, они тоже мечтали. Они тоже мечтали делать семьи, родить детей, построить дома. Я тогда не знала, что за него замуж пойду. Но отец мне перед тем, как пойти на практику в пионерский лагерь на Верхнем Гунибе, отец вот заговорил со мной, вот такой хочет сосвататься. Что ты на это скажешь? Я говорю, я его совершенно не знаю, как это. Я его не знаю. Нет, я сказала категорически так резко. Я его действительно так не знала. Он мне объясняет, что он учится в университете, хороший парень и так далее. Я говорю, ну я его не знаю. Нет, говорю я. И тогда вот как-то вот он тоже сказал, тогда мне придется тебя отдать за этого. Я говорю, ну этого хоть знаю. Я вот так ответила. Мне это было лишь бы отмазаться, наверное. Думала, еще 2 года буду учиться. Думала, это еще не скоро, поэтому думаю, пока сейчас закрою так, а потом, наверное, папа спокойно. С папой у меня, я была папина девочка. Я все с ним делилась, всем, и радости, и каждую мелочь. Я могла с ним сесть, поговорить, и вообще папина. Я старалась все делать, чтобы ему было приятно. И он знал, что я никогда ему не откажу. Раз он скажет, я это приму. Ну, прошел месяц, я вернулась с лагеря. Четверг это был. Там что-то варят, что-то жарят, что-то готовят. Я говорю, а что происходит? Свадьба? Вот свадьба, говорит, в субботу мы тебя замуж выдаем. Для меня это было как, не знаю, я не ожидала такого. Я говорю, как же так? Я же не сказала, что да. Но папа говорит,
ты не сказала «нет». Что, на парке сегодня? Уже взрослая девушка, она понимает, что у нее будет другая жизнь. Но родители в основном ее чему учат? Учат терпению. У нас есть такая поговорка. Эта мама часто повторяет такие поговорки своей девочке. Тот характер, который ты делаешь дома, когда выходишь замуж, повесь около двери на гвозде. Когда придешь в чужую семью, какой характер там находишь, вот это собирайся. То есть уподобляться им, если хочешь быть счастлива. Если девочка это может, она может быть счастлива. Если это не может, она сделает
она может чувствовать себя очень несчастной. Слушайте, я вам задам такой женский вопрос, совершенно такой вот беспомощный, наверное. А вы себе счастье как представляете? Я не знаю. Я не могу ответить. Я просто не смогу ответить. Я не видела, а что такое он. Наверное, растить для меня, я для себя могу сказать, для меня было счастьем вырастить детей сначала, потому что нет отца, чтобы они не были хулиганами, чтобы они не связались с наркоманами, чтобы они не стали ворами. Я из всех сил выбилась, чтобы у них было питание нормальное и одежда нормальная. Остальное, да и игрушек, конечно, я не скажу. Все, что они хотели, я не покупала, у меня не было на это сил. А если забыть о том, что дети и все такое, вот для вас, для женщины, еще красивой женщины, да, ну, что такое вообще вот счастье, радость, мечта? Что это? Вот что-то вы себе представляете, когда я задаю такие глупые вопросы? Что такое счастье? Счастье, наверное, все-таки в том, чтобы был муж хороший и дети послушные. Наверное, в этом. А вы что представляете? Я не знаю, я могу только спрашивать. Нет, я тоже у вас спрашиваю. А я вам что расскажу? Не, я тоже хочу отвечать. Ой, для меня это... Но оно не связано ни с детьми, ни с работой, ни с достатком. У вас это связано как... Оно такое, для меня иррациональное. Это вот наполненность жизни, это возможность сделать что-то, что я хочу. Что-то поездки, это новые впечатления, это такое вау, вау, вау. А я разговариваю с женщинами вот из Дагестана, практически всем задаю этот вопрос, и они говорят, лишь бы дети были здоровы, лишь бы никто не умер, лишь бы был хоть минимальный достаток дома, да. Лишь бы не болеть. И я понимаю, что для них счастье – это отсутствие горя. И мне так это пугает, потому что оно должно что-то еще быть за этим, да? Ну пусть будет больше. Но это главное же это вообще. Чем вау, вау, вау. Ну и что вау? Это вау тоже умрет вместе с тем, который дрожим за детей и за благополучие, чтобы не было войны, чтобы было спокойно, чтобы было кушать на столе. И чтобы было время посадить розы в саду, и да? Вовремя, Кроме еды. Посадить картошку. Я сейчас такую вкусную картошку. А чего вот у вас были какие-то мечты, которые не осуществились? Ну, может, в юности? У меня в детстве? Да. Ой-ой-ой. Ой, не поверите же. Поверю. А Мустафа будет смеяться. А мы его выгоним. Ась, ну скажите. А я хотела быть артисткой. Правда? Да. Не знаю почему. Кино или театра, или что, или петь? Петь нет, у меня нету этого дара. Наверное, кино или с детьми там. Ну, артисткой хотела. Какой вот там я выбрала, я не знаю, правда. И я хотела быть мужчиной, не женщиной. Почему? Не знаю. Когда я отцу говорила, я отцу еще говорила моему, почему ты меня мужчиной не родил, когда он меня ругал? Он говорит, отдам за мужчину. А почему мужчиной? Что, больше Потому что свободы? ничего не разрешали, ничего абсолютно, ничего не увидишь. Ничего не увидела девочка тоже. Одна это, школу домой, в училище домой. И у меня братья вечно за мной ходили. Стерегли? Берегли. Хотя я сама тоже могла себя очень беречь. Потому что Смотрите, меня я бабушка сказала, стерегли, а вы берегли. Стерегли.
А, вы сказали берегли, то есть вот беречь все-таки немножко другое слово, да? Там, ну не важно, ладно, я не буду вас путать. Ну вы так хорошо сказали про артистку и про то, что хотели быть мужчиной. Ну да, я хотела быть мужчиной. Ну да, мальчиком больше. Я хотела всегда быть, почему-то хотела купить машину, шофер, мужчина, чтобы я была. Я не знаю, у меня ничего этого не получилось. Так как благотворительная больница для женщин до сих пор в добровольном порядке не освободила помещение, судебные приставы заявляют о принудительном исполнении решения арбитражного суда Дагестана о выселении. При этом никакого другого помещения больнице предоставлено не будет. Сейчас из-за ежедневной угрозы выселения больница вынуждена прекратить прием больных. Ее палаты пусты. Хотя еще очень много дагестанских женщин, особенно из высокогорных сел, крайне нуждающихся в медицинской помощи. Кому же понадобилось помещение благотворительной больницы для женщин? Скорее всего, кому-то приглянулся участок земли, расположенный в центре Махачкалы, на котором находится больница. Настолько все разбито. Да, за 10 лет здесь ничего, к сожалению, не создали. К сожалению. Даже трудно вспомнить, что где было, потому что настолько все неузнаваемо. Здесь, по-моему, был кабинет Айшат Шуайбовны, с той стороны был кабинет УЗИ, здесь кабинет гинеколога у входа был. Здесь был у нас коридор, там была молильная комната для девочек, ну и для всех, кому надо было помолиться, комната для намаза была здесь. Они ее довели до этой степени, что она на нервной почве заболела. У нее с этого, она сколько времени воюет с этой госимуществом и с этими правительством, что не могут никак этот вопрос решить. Ей же эту больницу подарили, как сказали, безвозмездно пользование, что это сделали. Ну, общественная организация это. Это больница для женщин Дагестана сделана, для малоимущих женщин. У нас совсем Краснодарский. Мы сидели с вами час с лишним обсуждали. Сейчас опять получается, мы на жалость даем друг на друга и к чему это придет? И к чему не придет? Вашу сторону, во всяком случае, это не будет. Не в вашу пользу. Имущество идет навстречу больнице. Вот мини-имущество. Где они идут навстречу? А здесь были, по-моему, учебные комнаты для девочек, вот, которые получали медицинское образование как младшие медсестры. Если я не ошибаюсь, потому что здесь была учебная комната оборудована ранее. Вот здесь у нас что-то, журналы, истории, книги. Да, это история, это архив. Это архив, это медицинская документация. Это медицинская документация, год 2001, карты пациентов. Да, 2001 год. Рутульский район, Ботлихский район, Тлератинский район. Все районы, все пациенты были. Большинство было сельские девочки, женщины. Меня может определить. Это, ну, а то, что выскажете, не выскажете, он, естественно, что вам может сказать? Есть решение суда, вступило в законную силу, добровольные сроки все истекли, посему сейчас вот так сидеть и так далее. Сейчас единственное, я же говорю, я вот с техникой, КАМАЗ, люди и так далее, я не хотел подключать, надеюсь на то, что все-таки с имуществом сами разберутся. Вот единственное, решил, что жду. Сейчас он приедет, поговорим, если получится хотя бы на какое-то время складировать здесь. Вот это единственный вариант. Если нет, тогда сейчас придется организовывать, вызывать сюда технику, все загружать, но это все будет за конце концов за ваш счет. У нас денег нет отдавать. Ну, имущество у вас есть. Ну, может, не выселят, пожалеют. Мы что, для чего пришли? Ну, может, передумали. Бывает же так.
Но трудности в больнице начались где-то с 2008 года. Уже у нас пошли постоянные проверки, приходили очень много комиссий различных, и медицинских, и из правоохранительных органов, проверяли. Понимаете, для многих было странно и непонятно, как это так, благотворительная больница для женщин. Вот я когда занималась фандрайзингом дальнейшим для больницы и приходила, допустим, просить какую-то помощь от каких-то там организаций богатых, а мне говорили, ну мы понимаем, там для сирот, для детей-инвалидов, а что за больница для женщин благотворительная, что мало обычных, говорит, больниц? То есть специфику нашей больницы, может быть, многие не понимали в то время чиновники. И я так думаю, тогда начались у нас проблемы, вот поменялся, как я сказала, жилищный кодекс, и появилась статья, что отменили все благотворительное, безвозмездное, бессрочное пользование землей. И вся земля уже была как бы, да, аренда платная. И тогда к нам обратились, что мы должны платить аренду за этот участок земли, где находилась больница. Ну, с большими скидками тогда, если я не ошибаюсь, после первого суда нам сказали только 450 тысяч в год. И, потому что это центр города, естественно, там кадастровая стоимость была очень дорогая. Ну, Айшат Шуайбовна как бы говорила, что у нас нет такого финансирования, чтобы оплачивать аренду земельного участка. Мы много судились. Все суды, к сожалению, проиграли. Один мы выиграли суд, остальные потом проиграли суды. Но в итоге как бы нас вынудили освободить помещение. Ну, она постаралась, она голод терпела, она холод терпела, все терпела она. Я уже вот нету, не знаю уже, которые она рассказала, уже, наверное, вот не знаю, переживать за ней, вот трудно сказать, как любили мы ее вообще, даже вот когда она умерла, жарец знает, как трудно было мне. Ее уже поменяли, когда оттуда приехала, это, который в белой одежде, я поменяла ее. Не знаю, она мне так попросила, Патимат, сильно не мучай себя, когда я умру, не плачь, Патимат, говорила она мне. Когда она заболела, там до утра я с ней была. В шоке она была. Трудно мне, не знаю, не знаю, украли мои слова. Исчезли. Много хотела я сказать. Что же она мне сказала? Что-то по больнице. Надо держаться, она сказала, надо держаться. И я помню, я на следующий день пришла в больницу к ней, а там в реанимацию, к сожалению, не запускали. Пускали только очень близких родственников. И меня не запустили. Сказали, сегодня там неприемный день. И буквально ночью сообщили, что она умерла. Такая героиня, как Айшат, мне кажется, она, женщинам, нужна
и сейчас, и тогда. Сейчас, мне кажется, даже еще больше нужна была бы. Потому что сейчас наши женщины, они понимают, что надо добиваться всего. Сейчас очень много наших женщин за рулем. А ведь в 90-е годы ни одной женщины в Дагестане за рулем. Единицы, это был нонсенс. Наши женщины становятся более независимые, более уверенные в себе. Они понимают, что образование. Молодые девочки, я смотрю, мне очень приятно, что они с большим рвением пытаются поступать в вузы, как на нашей территории, так на территории России. Они понимают, сейчас стала молодежь понимать, что необходимо образование, что если ты имеешь образование, ты всегда сможешь трудоустроиться и элементарно быть независимой, хотя бы материально. Вот. Я считаю, что такой лидер женского движения, как Айшат, сейчас была бы тоже очень нужна. Она могла вдохновлять женщин, идти вперед. Когда человек свободный, когда человек образованный, это самый счастливый человек. А что значит быть свободным? Это значит почувствовать себя, то есть почувствовать уверенным в себе. Уверенным в себе человек чувствует только тогда, когда он образованный. Это во-первых. Свобода и образование, они взаимосвязаны между собой. И уверенный человек может чувствовать себя только тогда, когда по отношению к тебе нет никакого насилия. Будь это словесно, будь это физически. Вот что значит свобода. Когда ты можешь свободно выражать свои мысли. Свободно выражать свои мысли. Когда тебя понимают. Вот что значит свобода. Я по-другому не могу объяснить.